На глубине почти 4 километров под поверхностью океана, там, где давление способно раздавить металл и лишить жизни все, что окажется поблизости, лежит корабль, который стал символом человеческих надежд и трагедий — «Титаник». В ледяной, безмолвной пустоте он пролежал более 100 лет, пока однажды тишину не нарушил негромкий гул двигателей. Новый подводный дрон, созданный на основе самых современных технологий, начал спускаться в недра легендарного лайнера, впервые открывая миру то, что долгие десятилетия скрывалось от человеческого взгляда. Это было не обычное исследование, а путешествие в прошлое, проникновение в самую известную морскую могилу планеты. Перед тем, как мир увидел первые кадры, команда инженеров и операторов годами готовила аппарат. Каждый болт и кабель рассчитывали на чудовищное давление, ведь на такой глубине оно в сотни раз превосходит атмосферное. Там, где металл ломается словно стекло, дрон обязан выстоять. Его корпус изготовлен из титана, камеры защищены толстым акриловым куполом, и даже малейшая трещина могла бы стоить аппарату жизни. Но все эти технические подробности теряют смысл в тот момент, когда дрон опускается во тьму. Там нет ни единого солнечного луча, лишь абсолютная чернота, в которой свет прожекторов становится единственной нитью, связывающей настоящее и прошлое. Когда аппарат впервые вошел в пробоину корпуса, казалось, он пересек границу между мирами. Луч света медленно прорезал взвесь, обнажая контуры стен и коридоров. Камера фиксировала пространство, словно остановившееся во времени. Кривые перила, остатки мебели, перекошенные двери — все это давно перестало быть просто металлом и превратилось в историю, затянутую слоем ила. Продвигаясь все глубже, аппарат пробирался сквозь обвалившиеся секции и хрупкие балки. И там, где холод и отсутствие кислорода сохранили то, что на поверхности давно бы исчезло, открывались удивительные картины. Фрагменты роскошных кают, выцветшие ткани, предметы быта, туфли, чемоданы, игрушки. В каждом из этих объектов ощущалось присутствие людей, чьи жизни оборвались той апрельской ночью. Одной из самых поразительных сцен стала большая лестница, некогда символ роскоши «Титаника», украшенная резьбой и ослепительными люстрами. Теперь от нее остался лишь каркас, но даже разрушенная она хранит величие. Лучи дрона скользили по металлическим перилам, выхватывая очертания ступеней, будто время позволило взглянуть в прошлое без прикрас. Продвигаясь по узким коридорам, дрон добрался до помещений, куда раньше не могла попасть техника. Здесь царила абсолютная тишина, нарушаемая лишь легким шумом двигателей. В одном из отсеков камера зафиксировала нечто похожее на человеческий силуэт под обломками. Эксперты так и не пришли к единому мнению. Останки — это или игра света, но кадр вызвал настоящий спор. Ведь речь идет о месте, где покоится более 1500 человек. Команда осознала. «Титаник» — не просто объект исследования, а мемориал, к которому нужно относиться с благоговением. Позже долго обсуждали, стоит ли показывать подобные кадры. В итоге решили обнародовать лишь часть материала, чтобы избежать сенсации и сохранить уважение к погибшим. Даже отобранные фрагменты потрясли зрителей. Люди увидели внутренности «Титаника» так близко, будто сами оказались там. Каждый сантиметр корабля говорил молчаливо, но невероятно выразительно. Вопрос о том, как дрон смог выполнить такую миссию, сам по себе поражает. На глубине, где давление способно расплющить танк, аппарат должен быть идеально сбалансирован и защищен. Герметичные соединения, устойчивый корпус, навигация, управляемая с поверхности в реальном времени — все это часть сложной системы. Толстый кабель передавал видео и данные датчиков, обеспечивал питание и связь, но требовал точного управления. Любое запутывание среди металлических конструкций могло стать роковым. Чтобы избежать этого, дрон оснащен системой стабилизации и искусственным интеллектом,
анализирующим расстояние до препятствий и реагирующим быстрее человека, компенсируя течение и удерживая аппарат. Камеры снимали в ультравысоком разрешении, различая даже мелкие надписи, фактуру дерева и остатки краски. Некоторые модели использовали лазерное сканирование, создавая трехмерные карты, по которым можно буквально пройтись по кораблю. Эти цифровые модели помогают отслеживать разрушение лайнера со временем. Люди не способны достигать таких глубин. Давление мгновенно раздавит любого водолаза, а батискафы слишком крупны, чтобы попасть внутрь. Поэтому дроны стали глазами человечества в бездне. Маневренными, безопасными, способными раскрывать тайны, недоступные веками. Продвигаясь все глубже, дрон достиг участков, куда не проникал ни один аппарат. Узкие проходы, обрушенные переборки, висящие конструкции — каждый метр пути был испытанием. Камера фиксировала кадры, от которых замирало дыхание. Старинная мебель, посуда, куски ткани, личные вещи — все застывшее во времени. Среди находок — пара женских туфель, фарфоровая кукла, чемодан с выцветшими бирками, напоминание о том, что «Титаник» был миром для тысяч людей. В некоторых помещениях сохранились очертания мебели и декоративные элементы, будто корабль превратился в подводный музей. Холодная вода и отсутствие кислорода сохранили эти вещи лучше, чем можно было ожидать. Камеры фиксировали и разрушения. Потолки, рухнувшие под собственным весом, стены, покрытые колониями бактерий, поедающих металл. Эти железные микроорганизмы медленно превращают «Титаник» в прах. Дрон не только снимал, но и сканировал пространство. Лазерные сенсоры создавали трехмерную карту внутренних отсеков, позволяя исследователям наблюдать за каждым движением аппарата и фиксировать размеры объектов. На судне-операторе команда следила за видеопотоком. Лица освещал холодный свет мониторов, а снаружи бушевала ночь Атлантики. Каждый метр погружения был напряжением. Ошибка могла привести к потере аппарата. Но понимание исторической важности миссии заставляло продолжать. «Титаник» — не просто обломки, а место памяти. Когда камеры впервые зафиксировали силуэт, похожий на человеческие останки, разгорелись споры, показывать ли это миру. Одни считали, что подобные кадры должны оставаться закрытыми, другие, что история не должна скрывать правду. В итоге решили показать лишь небольшой фрагмент, сохранив уважение к погибшим. Это решение стало поворотным, подчеркнув: исследование «Титаника» — не просто наука, а моральная ответственность. Любое воздействие, даже свет, может повлиять на структуру корабля, ускоряя его разрушение. Поэтому команда старается работать максимально бережно. Каждый новый спуск — шаг в прошлое, попытка вернуть историю, похороненную под километрами воды. Но чем глубже мы погружаемся, тем сильнее ощущается тишина «Титаника». Тишина, в которой время остановилось. Прошло более века, но интерес к нему не угасает. Каждая экспедиция добавляет штрихи к картине трагедии. Новые кадры изменили понимание гибели корабля. Оказалось, что его структура разрушается неравномерно. Части, считавшиеся потерянными, сохранились лучше, чем ожидалось, а другие окончательно обрушились. Это помогает понять, как именно корабль раскололся в ту ночь и почему все произошло так стремительно. Но вместе с техническими выводами пришло философское осознание. «Титаник» — не просто металл, а история человеческой мечты и хрупкости. Каждый чемодан, кресло, трещина — след чьей-то судьбы. Дрон, скользящий среди этих залов, словно путешественник во времени, выхватывает из тьмы не только предметы, но и эмоции. Страх, надежду и отчаяние, наполнявшие корабль в последние часы. Для исследователей эта миссия стала не просто научной, а эмоциональной. Они понимают, что прикасаются к последним страницам человеческих судеб. Научное сообщество спорит.
Одни считают необходимым фиксировать все, пока корабль не исчез полностью, другие считают, что «Титаник» должен быть оставлен в покое. Но ясно одно — технологии изменили подход к изучению прошлого. Теперь можно видеть недоступное, не разрушая его. Виртуальные модели позволяют путешествовать по кораблю, не нарушая покоя умерших. В будущем планируется использовать еще более компактные дроны, способные проникать в самые маленькие отсеки и фиксировать изменения в реальном времени. Обсуждаются идеи создания подводного музея, где цифровая копия корабля будет доступна всем. Ведь «Титаник» стал не только объектом научного интереса, но и символом человеческих стремлений, трагедии и неизбывного желания познать невозможное. Каждая новая экспедиция напоминает: история не исчезает под волнами. Она ждет, когда мы будем готовы ее услышать. И теперь, благодаря технологиям, мы слышим ее вновь, тихо, сквозь толщу воды и времени. «Титаник» продолжает говорить с нами, и его безмолвие стало голосом, напоминающим о цене прогресса и о том, что память — единственное, что способно пережить глубину. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.